Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы просили меня сделать видео о подготовке собаки к охоте, и я решила начать с такого несложного, но очень полезного навыка, как выдержка. То есть обучение собаки не реагировать и не отвлекаться на внешние раздражители, а выполнять вашу команду до ее отмены. В моем случае это команда Down, когда собака должна неподвижно лежать, не поднимая головы и не оборачиваясь. Это очень пригодится на утиной тяге, весенней охоте из коротка, когда собака должна сохранять спокойствие, и, конечно, в быту это тоже пригодится. Кроме того, это в целом дисциплинирует собаку и учит ее выполнять команду с первого раза без нужды постоянно повторять команду. В качестве раздражителя я буду использовать мячик, в который он обожает играть. Вы наверняка уже учили своего питомца выдержки перед едой. Так вот, теперь научим выдержке в игре, так как игровая деятельность все же ближе к охоте, и здесь сохранить концентрацию для собаки много сложнее. Приступим. Для начала нам, собственно, нужно пораздражать собаку. Я просто поиграю с ним в мяч, чтобы пробудить интерес. После того, как собака увлеклась вашим раздражителем, подзовите ее и уложите по команде. Даун. Дальше начните с простого. Попробуйте отойти на пару шагов. Если собака поднимает голову, сразу укладываем ее Даун. обратно. Даун. Опять делаем два шага. Хорошо. Если лежит, хвалим. И дальше снова усложняем. Пробуем обойти собаку сзади. Поднимает Хорошо. голову, укладываем, повторяем Хорошо. заново. Даун. Не забывайте хвалить собаку, когда она Даун. несколько секунд все делает правильно, чтобы она понимала, что именно это поведение для нее желательно. Не делайте упражнения продолжительными. Минута-две и снова игра или прогулка. И, конечно, это не делается за один день. Но ежедневные повторения максимум через неделю приведут вас к результату, который вы можете закреплять уже в полевых условиях. Молодец. После того, как собака спокойно лежит, пока вы ходите вокруг, можно усложнять упражнения. Попробуйте похлопать в ладоши, когда находитесь сзади. Собака также не должна реагировать. Когда и это упражнение она Молодец. освоила, начинаем работать с раздражителем. Я кидаю мяч и слежу, чтобы собака также оставалась спокойной и не поворачивала головы. Если собака слишком резко поначалу реагирует на мяч, сначала просто поиграйте им в поле зрения собаки. При обучении вашей собаки любой команде нужно помнить два основных правила. Первое – это последовательность. После каждой команды в кратчайшие сроки нужно добиться ее выполнения. Если у вас молодая собака и нет возможности в данный момент физически заставить собаку выполнить команду, лучше такую команду не давать. Так, например, если ваша собака постоянно срывается за мячом, делайте упражнение на поводке. Пусть поводок лежит на земле так, чтобы вы могли наступить на него и остановить собаку в любой момент. Важно не дать собаке достигнуть своей цели – поймать мяч. Также и при отучении от погонки. Важно не дать собаке удовлетворить желание погнать птицу. Последующее наказание никак не повлияет, если цель достигнута, если птицу она погнала. Второе правило – довести до автоматизма. Команда только тогда будет выполняться на прогулке, при других собаках, на охоте, когда доведена до уровня рефлекса. Это достигается только постоянным повторением и скоростью выполнения. Что это значит? Между командой и откликом собаки не должно быть более секунды. Это очень важный момент. Если вы дали команду лежать, физически уложите собаку, надавив на лопатки сразу после произнесения команды. Не должно быть более секунды между тем, как вы произнесли команду, и тем, как собака ее выполнила. Пусть даже под вашим давлением. Если вы дали команду стоять бегущей собаке, сразу наступите на поводок ногой, физически заставив выполнить команду.
Еще раз напоминаю, на видео обучение не одного дня. Не пытайтесь за один раз научить собаку лежать неподвижно продолжительное время. Важно, чтобы у собаки постоянно поддерживался интерес к обучению, иначе команда будет выполняться неохотно. Сама по себе эта команда для активной собаки очень скучная. Дальше я расскажу, как превратить ее в интересную игру и, собственно, добиться уже автоматизма выполнения этой команды. Игра в поиск предмета. Вы укладываете собаку Да. и уходите прятать предмет. Собака не должна вставать, поворачивать голову и подсматривать, куда вы пошли и где оставили предмет. Для начала, чтобы собаке было проще разобраться, что от нее требуется, прячьте предмет на видном месте, а дальше будем усложнять. Так как она быстро понимает, что искать нужно на вашем следу, отойдя от собаки, предмет можно закинуть подальше от следа, чтобы не сужать собаке поиск. Итак, уложили собаку, ушли, спрятали игрушку, вернулись. Можно обойти собаку еще раз, чтобы она не привыкла срываться по вашему возвращению. После того, как вы обошли собаку, она осталась лежать, вы пускаете собаку в поиск. Ищи. Далее ждем. При необходимости подсказываем жестами направление поиска собаки. Когда собака нашла предмет, хвалим и приказываем его принести. Молодец. Подай. Дальше несколько минут активной игры, чтобы собака развлеклась и не утомилась от выполнения одного и того же упражнения. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы или есть предложения по обучению данной команде, вы можете задать их в комментариях. Также жду информацию, о какой команде вы бы хотели услышать в следующий раз. Пишите в комментариях. Также я рада сообщить вам, что в августе у меня есть 2 места, и я готова взять в натаску вашу молодую собаку. Если вам это интересно, в описании под видео я оставлю ссылку для заполнения анкеты. Натаска возможна в поле и на воде, а также кровяной след и волок.